Но, конечно, все ждали с нетерпением результатов вчерашней встречи Волкера и Суркова, и я прям как-то даже удивился. Из 29 предложенных абзацев 3 не вызвали раздражения. Но я могу в достаточно высокой степени вероятности даже эти 3 абзаца процитировать. Первый, наверное, что мы, собравшиеся здесь, подтверждаем наши добрые намерения договориться. Второй абзац, я думаю, что мы поддерживаем минские договоренности и подтверждаем свою приверженность к ним. А третий абзац – это то, что мы планируем и в дальнейшем встречаться, чтобы обсуждать возможное развитие отношений. Все остальные 26 абзацев, судя по всему, не имеют даже никакого смысла упоминать. При этом третий, ну, в конце, последний. То есть первый – здравствуйте, последний – до свидания, а в середине – да, есть Минские соглашения. Ну и, конечно, в возмутительном спокойствии стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая, судя по всему, решила, что она недостаточно железна, как леди. И поэтому она вот собралась и заявила. Посмотрите. It is seeking to weaponize information, deploying its state-run media organizations to plant fake stories and photoshopped images in an attempt to sow discord in the West and undermine our institutions. So I have a very simple message for Russia. We know what you are doing, and you will not succeed, because you underestimate the resilience of our democracies, the enduring attraction of free and open societies, and the commitment of Western nations to the alliances that bind us. Я рыдал. Это было так трогательно, я рыдал. Ну, МИД России тут же ответил. Он говорит: госпожа премьер-министр, мы тоже знаем, что вы делаете. То есть просто даже ни малейшего сомнения. И мы знаете про тот самый миропорядок, который позволял Западу во главе США бомбить другие страны, уничтожать государства. Все мы знаем. Миропорядок уже давно изменился. И мы знаем про ваше внимание к тому, что происходит у нас, и ваши попытки влезть в наши внутренние дела. Поэтому нас не запугать. Но сама тональность, притом особенно забавно, что госпожа Мэй это говорит, являясь руководителем страны, которая пережила Брексит. Это тоже мы? Еще нет. Но... Ну, по крайней мере, в процессе переживания. Через 1,5 года выйдут. Да, но в любом случае они заявили, что он есть. То есть вопрос в другом. Это процесс. То есть это тоже мы. Мы, оказывается, Каталония. Мы. Это все уже напоминает какой-то советский фильм, да? Цементный завод. Я. Фабрика. Я. Нельзя так. Сергей, объясните мне, что там происходит? Я за них волнуюсь. Я думаю, что не стоит особо переживать. Побережем нервы, так сказать, для наших встреч. Что касается Терезы Мэй, она тут сказала, что мы не добьемся успеха серьезным лицом. Но вообще, если верить американским СМИ, мы уже добились успеха. Мы избрали президента Соединенных Штатов Америки. В конце концов, все эксперты, и даже там, сколько там есть спецслужб, они все утверждают, что это так. Значит, мы уже добились успеха, Тереза Мэй слегка опоздала. Но если серьезно, мне кажется, что Тереза Мэй решает сугубо внутренние проблемы. Проблемы личного позиционирования. У нее, на самом деле, далеко не самое такое лучезарное положение внутри Великобритании. У нее есть масса проблем, касающихся экономики и внутренней политики. На самом деле рейтинги ее невелики. После ее избрания последовала целая серия скандалов. Есть проблемы с этим Брекситом, потому что, да, они назначили дату выхода, но действительно абсолютного единства мнений по этому поводу в Великобритании нет. Мне кажется, я могу ошибаться, что Тереза Мэй решает вопросы личного рейтинга в первую очередь. Ей надо показать, вот какая она, значительная тетя, так сказать. Действительно, эти аллюзии с Маргарет Тэтчер, несомненно, потому что других пока не было, да. Соответственно, с кем себя сравнивать? Ну-ка, с Маргарет Тэтчер. Тэтчер была крайне жестка, в том числе и в отношении, так сказать, своих геополитических конкурентов, в отношении Советского Союза, пока он был, по крайней мере. И плюс ко всему, я думаю, что она просто заявляет о себе как о крупном мировом лидере. Понимаете? Вот этот Брексит, он на самом деле ставит Великобританию в довольно интересное положение. Великобритания, она как? С кем? Вот она была одной из ведущих держав Евросоюза. Сейчас она от Евросоюза отплывает. Ей прочат многие очень большие проблемы. В частности, Евросоюз насчитал уже 60 миллиардов
миллиардов евро долга. Это серьезные деньги, между прочим, даже для Великобритании. И поэтому заявить о себе, как об успешном лидере, который на самом деле занимается не только проблемами Брексита, но и проблемами глобальной политики, для нее важно. Вот мне кажется, что она в первую очередь этим занимается. Если говорить по сути о том, о чем она тут нам вещала, ну, если честно, то звучит это немножко смешно, ну, по крайней мере, для тех, кто наблюдает, по крайней мере, за политикой. Я уж не говорю там про экспертов и прочее, прочее. Потому что, во-первых, если говорить об информации, информация традиционно это в первую очередь оружие Запада. Так оно и было. Мы чему-то учимся. Запад этим оружием информационным пользуется много лет, пользуется успешно, пользуется не стесняясь ничего. И ситуация вокруг Трампа в Соединенных Штатах Америки совершенно четко показывает. Мы чему-то учимся, чему-то уже даже научились. Где-то даже им приходится от нас обороняться. Вот регистрируют Russia Today в качестве иностранного агента и прочее, прочее. А в остальном разговор о том, что мы там подрываем миропорядок и так далее, я думаю, это общие места. Но в чем она права? Я думаю, на самом деле, я лично с этим солидарен. Да, я считаю, что Россия против той демократии, которую Запад насаждает как единственную форму организации жизни для всего мира и под своим лидерством. Да, мы против этого. Тут я с Терезой Мэй согласен. И, честно говоря, я считаю, что это очень хорошо. Да я тебе представил счастливое лицо Терезы Мэй. С ней согласились. Да. Все-таки на исторические процессы имеет смысл смотреть в длинной динамике, а не вот клипово. Да? Что касается друзей и прочее, прочее. Если откровенно говорить, да, то вот этот феномен друзей, это просто такая ситуативная историческая позиция, которая характерна вот для, скажем, там, конца 20-го, начала 21 века. На самом деле все великие державы в истории становились без всяких друзей. Без друзей и без союзников. И вопреки иногда тем, кто хотел быть друзьями, или хотел быть союзником. Китай, Япония, те же самые Соединенные Штаты Америки, та же самая Германия. Секунду, подождите. Подождите секунду. На самом деле все эти вещи... Подождите, дайте я договорю, Владимир. Эти вещи эпизодические. На самом деле у большинства действительно удавшихся проектов в период их становления и подъема до успешного уровня не было ни друзей, ни союзников. Союзники и друзья появлялись по ходу как бы распространения их влияния, а потом исчезали иногда, а потом иногда опять появлялись. Это вещи ситуативные. Поэтому, да, у России чаще всего не было союзников и друзей, но именно в этом и есть ее успех. Вопреки отсутствию друзей и союзников, вопреки благоприятным историческим обстоятельствам, потому что их не было, они всегда были неблагоприятные, Россия стала сверхуспешным проектом. Это реально так. Да, есть проблемы, но в исторической перспективе она стала сверхуспешным проектом. На всякий случай мы производим зерна больше, чем вы. Так вот, Владимир, подождите, людям это... Нет, слушайте, подождите. Вадим, помолчите, Вадим, слушайте, вот ваше вот это... Вадим, а у вас-то люди живут хуже, чем у нас. Подождите секунду, Вадим. Так вы даже ничего не можете. Вот это вот выпрыгивание из штанов, оно, так сказать, не делает вам авторитета. Вот. Поэтому да, давайте, вот я вас слушал, думаете, мне нравится, что ж вы говорите? Нет, я вас слушал, да, как бы, стараюсь, по крайней мере, пытаюсь слушать и так далее. Так вот, главный вывод из всего того, что происходит, да, это для нас не очень, так сказать, приятная ситуация. Да, есть проблемы, несомненно, но вывод надо сделать такой же, какой был и в прошлые века. Не надо надеяться на таких псевдодрузей, псевдосоюзников, на тех, кто якобы нам предоставит какое-то место в новом глобальном мире. Мир каким был, таким и остался. Люди какими были, такими и остались. Поэтому надеяться надо на собственные силы. И вот в тех местах, которые мы сейчас видим как проблемные, надо своими силами закрывать эти проблемы. Возвращаться к тому... Нет, информационные войны здесь ни при чем. Надо своими силами закрывать эти проблемы. Вот, например, сейчас по новые санкции, которые американцы вводят, есть проблема, которая может возникнуть с газовым и нефтяным оборудованием. Слушайте, мы делали его сами. Мы делали его сами до тех пор, пока мы бросили все и сами себе не внушили, что не надо ничего делать самим. Международное разделение можно просто труда, покупать. все, да. Нам будут всегда продавать новое, хорошее оборудование. А мы будем продавать нефть, газ, рыбу и прочее, прочее. Но вот это отрезвление, на самом деле, это хорошо. И в этом смысле нет худа без добра. Спасибо США за эти санкции. И что теперь после этого отрезвления? Теперь что? Теперь сами будем делать. И все.